Всем привет, друзья! Это внеочередной выпуск с самыми интересными и важными событиями 2021 года. В следующем видео мы продолжим наше путешествие в прошлое, а сегодня в выпуске. Что интересного было в кино и музыке? QR-коды, антиваксеры и борьба с пандемией. Иностранные агенты уже среди нас. Спортивные скандалы и новая футбольная надежда. Ужасные трагедии в разных городах России. Охота на лидеров мнений или предупреждения. Никто не ожидал таких событий в Афганистане. Не забудем и о тех, кто покинул этот мир в этом году. Это и многое другое прямо сейчас. Друзья, напишите любой комментарий, жмите палец вверх и подписывайтесь на канал, у нас всегда интересно. Среди киноновинок года отметим прежде всего картину «Дюна» Дэни Вильнёва. Знаменитый режиссер снял прекрасный фильм, который сделан по всем канонам современного визуального искусства. В прокате, несмотря на ограничения, хорошо себя показали новый остросюжетный хит «Веном 2» от компании Marvel и «Человек-паук. Нет пути домой». В России хорошо встретили фильм «Последний богатырь. Корень зла». Российские мастера самого популярного искусства в мире тоже не почивали на лаврах. Впервые в мире специально для уникальных кадров в космосе туда отправили видеооператора и актрису Юлию Пересильд. Нам не нужны современные компьютерные эффекты, нам нужен реализм. В 2021 году на конкурсе Евровидения Россию представляла певица Манижа с гимном русской женщины. Многие россияне никогда не слышали про такую певицу, но зато теперь Манижу знают многие. Певица Манижа заняла скромное 9-е место, победу в этот раз праздновала Италия. Песню с подтекстом и смыслом европейские зрители не оценили. Как оказалось, всем нужны простые, прямые слова и понятная музыка. Песня Манижи «Russian Woman» была сложная, яркая. Но сложная. С первого взгляда трудно было в нее влюбиться, поэтому результат закономерен. Самым популярным современным исполнителем в России в 2021 году стал уроженец города Уфы Алишер Валеев, известный в миру как Моргенштерн. Стриминговый сервис Spotify, который недавно пришел в Россию, 15 июля 2021 года назвал Моргенштерна самым прослушиваемым и популярным музыкантом на территории страны. Борьба с пандемией коронавируса и сама тема глобальной инфекции не сходила в 2021 году с главных полос ведущих газетных и электронных СМИ мира. Новая коронавирусная инфекция не собиралась так просто сдавать позиции и постоянно мутировала, образуя все более сложные штаммы – альфа, бета, гамма, дельта. Всемирная организация здравоохранения стала настоящим мировым центром координации и управления системами здравоохранения во всем мире, постоянно выдавая новые рекомендации по лечению и вакцинации. Страны, как под копирку, невзирая на национальные особенности и устои, вводили локдауны, выдавали паспорта безопасности вакцинированным людям, штрафовали за отсутствие масок и массово проводили вакцинацию, все это с благой целью – спасти жизни своих граждан. Тема вакцинации от коронавируса – еще одна горячая тема года. Мир разделился на два лагеря – противников и сторонников вакцин. Сторонники вакцин говорили, что это единственное средство для того, чтобы победить вирус, выработать коллективный иммунитет и снизить последствия для организма, если все же человек заболеет после прививки. А то, что после прививки люди болеют, это уже доказанный факт. Антиваксеры, так теперь величают противников прививок, громко заявили свои аргументы и стали объединяться. Их сообщество совсем не так однородно, и главные концепции, которые они разделяют, следующие. Первое. Прививка не работает против быстро меняющегося респираторного вируса, которым является коронавирус, и они не прошли полных испытаний. Второе. Прививки могут оказаться вреднее, чем сама болезнь, последствия могут проявиться позднее. Третье. Над человечеством ставит грандиозный эксперимент, теории золотого миллиарда и чипирования, естественно, в топе предположений. Четвертое. Коронавирус – лишь средство, чтобы взять все человечество под глобальный контроль и инструмент, чтобы набить карманы фармкомпаний. Домыслов и теорий очень много, факты говорят лишь о том, что прививки в своей основной массе реально работают.
Каждый лагерь находит своих сторонников и своих последователей, но голос людей, не разделяющих взглядов правительства своих стран и ВОЗ, по методам борьбы с пандемией становится все громче. 20 января 2021 года 46-м президентом Соединенных Штатов Америки стал представитель Демократической партии страны. Самый почтенный по возрасту среди всех президентов США – 78-летний Джо Байден. Он торжественно произнес присягу на Библии и вступил в должность главы одной из самых авторитетных стран мира. Байден обозначил главные векторы своей политики: борьба с пандемией, популяризация внешнеполитической и дипломатической силы. Америка больше не станет действовать силовыми методами. Объединение политизированного и расколотого американского общества. Вот главные задачи, и вывод американских войск из Афганистана будет первым подтверждением его смелых замыслов. После того, как новый президент Байден дал распоряжение вывести военные силы из Афганистана, талибы, которые действовали в подполье много лет, резко активизировались и начали крупномасштабное наступление по всем фронтам. Радикальное движение не встречало никакого сопротивления со стороны проправительственных сил. Американцы спешно уходили, бросая военную технику и построенную инфраструктуру. Вместе с ними бежали и афганцы, которые не хотели жить под властью талибов. Все это было похоже на испуганное и поспешное бегство. Вместе с американцами покинул страну и ее президент Ашраф Гани. 15 августа представители радикального движения «Талибан», запрещенной в России организации, заявили, что Афганистан полностью под их контролем. – 2021 год стал катастрофическим годом для российских лесов. Пожары уничтожили огромную территорию лесных угодий. Эту печальную информацию подтвердили и во Всемирной организации Greenpeace. Спутниковые снимки из космоса ярко демонстрировали масштаб лесных пожаров. Гибель зеленых насаждений в таком количестве – это настоящая катастрофа 21 века. Больше всего пострадали леса Юга Сибири и Дальнего Востока. Основные явления года были связаны с экономической ситуацией в мире. Экономика всех стран продолжала катиться в бездну в 2021 году. Останавливались производства, терялись связи между поставщиками, вверх ползли цены. Если торговля хоть как-то работала, то сфера услуг месяц от месяца показывала устойчивый негативный результат. Практически убитыми оказались многие отрасли, среди которых общепит и ресторанный бизнес, сферы образования и развлечений. Новый тренд года – люди стали активно работать дистанционно и удаленно. В Российский трудовой кодекс даже добавили статьи об удаленной работе сотрудников. Еще 2021 год открыл миру новые профессии, такие как комьюнити-менеджер или специалист по контенту и многие другие, ранее не столь широко известные направления труда. Важной проблемой года стало психическое здоровье граждан. В ситуации разобщения, изоляции, истерии и страха по темам пандемии и вакцинации, нагнетаемые средствами массовой информации, создавалось напряжение у людей. Но каждый житель Земли сам выбирал свою душевную отдушину. Кто-то более плотно занялся любимым хобби, кто-то посвящал все свое свободное время домашним питомцам и детям, но самым главным лекарством все же остались друзья, семья и близкие люди. Ваши комментарии, лайки и подписка на канал также помогают нам сохранять психическое здоровье. Спасибо, что поддерживаете нас. Вроде бы такие безобидные штрих-коды, которые разработали в свое время всего лишь для того, чтобы облегчить труд продавцов, вызвали возмущенный резонанс в обществе. Все дело в том, что запреты, касаемые ограничительных мер в связи с коронавирусом в мире, контролировались именно QR-кодами. До пандемии они активно применялись в разных сферах – в почтовой и банковской, логистике, сфере услуг, торговле, но в один момент стали врагами, когда сами люди стали зависимы от них. Маленькая зашифрованная ссылка, позволяющая моментально открыть на экране смартфона нужный для проверки сертификат или документ, стала ненавистна значительной части человечества. Первая часть года прошла под знаком возвращения оппозиционера Алексея Навального после лечения из Германии в Россию. Причем во время его нахождения за рубежом уже было понятно, что в России Навальному грозил реальный тюремный срок вместо условного. Оппозиционер, несмотря на возможность преследования на родине, не побоялся, купил билет на самолет и вместе с супругой обычным рейсом полетел домой. По прилету в страну он тут же в аэропорту был задержан.
Впоследствии была разгромлена вся организационная структура его штабов, в России фонд Навального был признан экстремистским, а его ближайшие сподвижники и соратники эмигрировали за границу. На текущий момент Алексей Навальный отбывает срок в колонии. Не только несистемная оппозиция закончилась в России в текущем году. Закончили свое существование и многие НКО, то есть некоммерческие организации. В 2021 году в России новое модное словосочетание «иностранные агенты». Сразу перед глазами встают нехорошие люди в шляпах и в плащах с капюшонами, которые только с виду похожи на нормальных людей, внутри же они настоящие враги, которые пойдут на все что угодно, лишь бы причинить вред нашей стране. На самом деле разговоры о законе про иностранных агентов ходили давно. Российские спецслужбы успешно проанализировали структуру и механизм цветных революций во многих странах мира. Все они проходили с активным участием множества некоммерческих организаций, которые финансировались из-за границы. Медленно, но верно некоммерческие организации с иностранным финансированием по всей стране стали закрываться, другие начали работать с новым статусом «иностранные агенты». Да, безопасность страны – дело святое, но, как обычно, не обошлось и без перегибов на местах. Зачастую любая публичная критика власти, неважно от СМИ или некоммерческой организации, расценивается теперь как критика от иноагента, а это для развития страны может быть чрезвычайно плохо. Когда нет дискуссий, обратной связи и мнений, отличающихся друг от друга, ничего хорошего не жди, особенно поступательного развития. В 2021 году государство обратило внимание на блогеров и музыкантов с миллионными аудиториями. Те, кто занимались кулинарией или дегустацией продуктов, могли спать спокойно, а вот другим дали сигнал. Кому явный, кому скрытый. Юрий Дудь, Хованский, Моргенштерн и многие другие блогеры и музыканты так или иначе получили предупреждение, каждый по-своему. Время открытых разговоров в сети в 2021 году подошло к своему завершению. Сказал что-то не подумав, значит сам виноват. Думай о том, что говоришь, и уважай новые, принятые в стране законы. На этом фоне главным политическим событием в России стали выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Несмотря на невысокие рейтинги правящей партии «Единой России» перед выборами, именно она триумфально победила как по списку, так и по одномандатным округам. Теперь уже новая Государственная Дума будет представлять интересы своих избирателей ближайшие несколько лет. Страшная трагедия, потрясшая Россию и весь мир, произошла в Казани 11 мая 2021 года. В этот злополучный день 19-летний житель Казани устроил стрельбу в школе-гимназии номер 175. Он стрелял во всех, кто попадался ему на пути. К сожалению, убитых и раненых было много, но благодаря самоотверженным действиям педагогов и сотрудников силовых структур больших жертв удалось избежать. Казанский теракт еще раз заставил задуматься людей о вводимых мерах безопасности в образовательных учреждениях и о психическом здоровье подростков и молодежи. Еще одна трагедия со стрельбой, на этот раз в Пермском государственном университете. Трагедия случилась 20 сентября 2021 года. Вооруженный до зубов стрелок вошел на территорию университета и начал расстреливать людей. В результате теракта 6 человек погибли, 47 получили ранения. Террорист был ранен и обезврежен, но погибших в этой чудовищной стрельбе уже не вернуть. Взрыв на шахте Листвяжная в конце ноября 2021 года унес жизни 51 человека, среди которых были и горняки, и спасатели. Техногенная катастрофа еще раз обнажила проблемы, связанные с безопасностью людей при производстве работ в шахтах, и наглядно показала, что без современного технологичного обновления такие трагедии могут происходить вновь и вновь. На фоне закручивания гаек и шума вокруг закона об иностранных агентах 8 октября Норвежский Нобелевский комитет официально объявил о присуждении Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты», журналисту Дмитрию Муратову. Вторым лауреатом премии стала журналистка из Филиппин Мария Реса. Нобелевский комитет отметил, что премия присуждена журналистам за их борьбу за свободу слова в России и Филиппинах. Российский лауреат сразу же прокомментировал вручение премии и заявил, что посвящает ее всем российским иностранным агентам и погибшим коллегам, журналистам и друзьям.
2021 год стал годом ухода известных и любимых артистов, режиссеров и музыкантов. Ушли от нас в этот год Владимир Меньшов, гениальный режиссер фильма «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби». Валерий Гаркалин, любимый артист миллионов. Андрей Мягков, легендарный Женя Лукашин из знаменитого фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Василий Лановой, знаменитый главный герой фильма «Офицеры». Нина Ургант, актриса исторического фильма «Белорусский вокзал». Ушел от нас в 2021 году певец, музыкант и лидер группы «Звуки Му» Петр Мамонов. А также любимая актриса зрителей Советского Союза и России Нина Русланова. Основатель детского тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский и известный певец Александр Градский также покинули этот мир в 2021 году. Мировой кинематограф потерял легендарного французского актера Жана Поля Бельмондо. Летняя Олимпиада в Токио стала главным спортивным событием года. Она должна была состояться еще в 2020 году, но была перенесена на 1 год из-за пандемии коронавируса. Эмблему и год проведения в официальной символике Олимпиады менять не стали, но провели ее в 2021 году со строгими ограничениями. Она запомнилась несколькими скандальными событиями. Сборная России выступала на большом спортивном форуме без собственного флага и гимна. Допинговый скандал времен Сочинской Олимпиады до сих пор не забыт, и российские атлеты были вынуждены мириться с санкциями Олимпийского комитета в Токио. Несмотря на все ограничения и психологический прессинг, российская команда завоевала 71 медаль, заняла 5-е место в медальном зачете и 3-е место по числу золотых медалей. Еще несколько токийских скандалов вызвали широкий резонанс в мире. Среди них снятие с соревнований по спортивной гимнастике американской гимнастки Симоны Байлз из-за проблем с ментальным здоровьем и скандал с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая попросила политического убежища в Польше, но самым громким стал скандал в художественной гимнастике. Выступления наших звездочек Дины и Арины Авериных смотрела по телевизору вся страна. С 1996 года никто не мог бросить вызов нашим спортсменкам. На всех Олимпийских играх у нас было только золото в художественной гимнастике. Но в 2021 году эта победная традиция была нарушена. Победительницей Олимпиады стала израильская гимнастка Лина Ашрам, которая, уронив ленту и тем самым совершив грубую ошибку в своей программе, все-таки стала олимпийской чемпионкой. В то же время Дина Аверина, чисто исполнив свои программы, стала лишь 2-й, а Арина Аверина – 4-й. Российская делегация подала протест, но он так и не был удовлетворен. Зато у сборной России по футболу появилась новая надежда. Ей стал главный тренер отечественной футбольной дружины Валерий Карпин, который начал формировать команду на этапе отборочных матчей. Карпин хоть и не вывел сборную прямой путевкой в финальную часть чемпионата, зато открыл много новых игроков и заслужил дополнительные отборочные матчи, которые мы с удовольствием в начале следующего года посмотрим и еще раз поболеем за нашу команду. Итак, каким был 2021 год? Год трагедий, боли и разъединения народов. Но одновременно с этим, это был год и пробуждения сознания людей, их гражданской ответственности и мужества пред грядущим неизвестным. Мы поздравляем вас с наступающим, новым 2022 годом, друзья, и желаем, чтобы он стал счастливым годом для каждого из вас и ваших близких. Не забывайте оценивать наши видео, подписываться на канал, обязательно напишите комментарий, а мы скоро вернемся с новым видео про самые интересные и важные события со всего мира. До новых встреч на нашем канале, любящем жизнь и рассказывающем о ней в плоскости опыта и уроков прошлых лет и ярких событий, изменивших мир.